Зачем снимать на пленку в 26 году? Почему фото на пленку лучше, чем на цифру? Чем отличается пленочный фотоаппарат от обычного? Почему скупают пленочные фотоаппараты? Какую пленочную камеру купить новичку? Какие сейчас выпускают пленочные фотоаппараты? Делает ли съемка на пленку вас лучшим фотографом или нет? Какие недостатки есть у пленочной фотографии? И как фотографировать на пленочной фотографии? Об этом узнаем с вами сегодня вместе. С Фуленычем, разумеется. Друзья, мы с вами на пляже Богатырского проспекта. Минус 20 градусов. И будем сегодня снимать на пленку. Пойдем сегодня в лес, пройдем две речки. И будем искать сегодня интересные красивые пейзажи. Моя камера находится здесь, в этой сумке, которую я начинал снимать на начале канала. Этой сумке больше, наверное, 20 лет уже. Мы отправлялись тогда снимать на Rolleiflex. Вы помните, в самом начале канала. И сегодня, друзья, для вас будет сюрприз. Мы опять будем снимать на Rolleiflex. Это кто такой? Кто такой? А что это у вас такое сбоку? Это знакомое что-то мне. Известно. Да, это вещь, это вещь. Отправляемся снимать на пленку? Так точно. Друзья, привет! Сегодня выпуск посвящен, во-первых, пленочной фотографии. Да, на камеры, которым 90 лет. То есть у меня в руках Велта Велтур, немецкая камера, дальномерная. Камера, которая за доли секунды готова к работе. Оптика без просветления, быстрый затвор, совмещенный дальномер, средний формат, который помещается в любой карман. Камера формата 4,5 на 6. А у Фотача данный Rolleiflex 6х6, тоже немецкая, так что Deutschland über alles сегодня. И у нас сегодня минус 20 градусов мороза, все вымерзает очень быстро. Но, друзья, вы знаете, что надо сделать, чтобы это все продолжилось. Быстрых результатов у нас не будет, сразу скажу. Блин, там сзади свет тоже кайфу. Сколько у тебя? Так, 4 на 30 на 60. Блин, то есть у меня что-то получается, я слишком мало что ли сделал? 250 на 8. У меня 250 на 8. Ага. На 5,6 500. По снегу если. А, ты по темному мерил? Ага, наверное. Ну, сотка, короче, на 11. О, свет какой вышел. 3, 2, 1. Я тоже. Какие-то он сегодня неубедительные звуки издает затвор. По-моему, дома Это звонки обманчиво. щелкал. Сейчас, может, замерз и вообще не снимает. Это обманчиво, на самом деле. Да, друзья, мы сегодня берем на всякий случай аналоговый экспозитор. Я взял с собой сегодня Оптек. Но Оптека будет недостаточно, поэтому вот синхронистичность Юнга, друзья, вот она. Свердловск 4. С этим экспонометром я 80-х годов снимал. Вот и Фотач тоже снимает с таким же, да? Все то же самое. Маршрут у нас следующий. То есть мы сейчас пересекаем поперек леса, чтобы вокруг не ходить. Попробуем застать Луну. Может быть, она не села под горизонт. Друзья, Луна уже садится, а мы начинаем съемку пейзажной фотографии. Друзья, кто не знаком, представляю вам Фотач. Часик Владелец, да. Саш, сладость. Он сам расскажет, чем занимается. И сегодня основные вопросы касаются пленочной фотографии. То есть, ну, во-первых, меня интересует, как и многих других, почему так резко улетели ценники на пленочные камеры и почему все скупать начали пленочные камеры, не только в России, но и за рубежом. Ценники увеличились от 5 до 10 крат за последние 5 лет. Что ты думаешь? Ну, скупают, потому что подобного уже не выпускают. Интерес он возрастает, а техника, выпущенная однажды в прошлом веке, не увеличивается в количестве. Ну и перекупы подсуетились, где хайп, там желание всяких людей продать подороже, купив подешевле. Так, почему скупают? Почему в целом скупают люди или почему скупают продаваны эти? Не, мы говорим про людей, которые пользуются. Конечно, продаваны нас не интересует. Ну, потому что, на мой вкус, то, что сейчас выпускается в мире пленочной техники, оно какое-то беспонтовое. Да, безобразие полнейшее. Там Кодек может какие-то выпустить. Инста. Полумыльницы. Да. Ну, Инста это отдельный
раздел этой Олимпиады. А вот кодаковские современные, кодек 35 или что там они выпустили последнее, ну как-то оно фуфлыжное выглядит, Да. какая-то пластиковая лабуда. Ну да. Линзы, говорят, стеклянные, и уже за это спасибо. Но мы сегодня пластиком не будем снимать. Мы сегодня Вот. по-взрослому все. Да, а старое оно винтажное, хромированное, как прямо автомобили 30-х. Круто выглядят, в руках ощущаются классно, ну и снимают тоже классно. Вот господин Фавионович сейчас продемонстрирует вытащенную из сумки Давайте попробуем Дельту. посмотреть, что скажет Фатач насчет, заряжен уже, насчет этой камеры, подержав в руках. Так, первый раз, кстати, держу в руках дальномерку среднеформатную, но выглядит круто. Это камера 6х6, да? Нет, это была версия, несколько версий. Ага. Была 6х9, 6х6 и 6х4,5. Вот это 6х4,5 первое издание, да. 36-й год. А 6х9 она могла бы такого же Она размера шире, быть. да, она шире, но она уже идет с никелировкой, а здесь как бы ценность этих камер как раз то, что они в оригинальном черном цвете, поэтому, да, тени можно вручную, она достаточно так. Вот. Так, ну, выглядит круто. Винтажно. Я уже показывал, что уникальность то, что она при закрывании наводит сама на бесконечность. Вот попробуй, как дальномер работает. Посмотри. Светлее, чем лейка или нет? Светлее, чем лейка. И обрати внимание, что идут вот это окошко наоборот сделано. То есть желтая часть сделана в окне вот в этом, а здесь центральное пятно, когда смотришь, оно белое, светлое. Понял. Поэтому наводиться, скорее всего, проще будет. На лейке, кстати, которую я тестировал не так давно, вообще нет желтого пятна. Там просто картинки обычного цвета совмещаются. А тут, в самом деле, все остальное желтое, а центральное пятно белое. Обычно наоборот Ну бывает. как, крутится? Так, наводится? Да. Да, все. Четко. Да, ничего. Да, тут коробочку мне дают. В данной коробочке находится не Фомапан Креатив. Там внутри находится проявленная пленка, которую мне доверил господин Фавионович проявить и оцифровать. Которую, кстати, снимали в этом месте, друзья. Вот прямо там, где мы сейчас находимся. Да, снимали ее сколько лет назад? 19-й год, О, 19-й год, ничего себе. 5 лет, в декабре. Да, 5 лет назад была отснята. Проявлено только недавно. я Да, так понимаю. проявлена где-то пару месяцев назад или около того. Значит, ну, у меня она, по-моему, пару лет лежала точно. Не могу сказать, сколько точно, но не меньше. Вот, зацените силу моей прокрастинации. Дали мне что-то проявить, оно у меня пару лет еще мариновалось. Но, несмотря на то, что пленки отснятой 6 лет стукнуло, негативы получились Развернешь, на свет покажешь. четкие, бодрые. В моем паблике и в чате фотоскоп Фавионовича уже скидывал оцифрованные. Супер. Один, кстати, из Варианты. кадров, который с башней, вот где-то здесь он. Мы прямо около него стоим сейчас, друзья. Так, вроде башни не будет там дальше. Там Да? дальше только деревья. Она где-то здесь. Опа. Ну, ясно. Башня. Это, друзья, один из принципов, почему нужно заниматься пленочной фотографией. Это не для тех, кто торопыги там, или как там их называют, да? Это для людей, которые вдумчиво относятся к фотографии. Так что купить новичку-то? Что купить новичку? Ну, так что дело предпочтений. Моя личная рекомендация — это зеркалка полностью механическая, с ручным управлением, чтобы прочувствовать все эти штуки типа выдержки диафрагмы. Без электронных помощников, правильно? Ну, можно с экспонометром, который питается от батарейки. Да, это важно. Те экспонометры, которые не питаются от батарейки, типа как в Зените Е. Ну, это селеновые, да. Да, это фуфел, он со временем портится. Я стараюсь такие не брать. Так что моя рекомендация — это зеркалка с механическим затвором, но со встроенным каким-то там кадмиевым экспонометром, который питается от батарейки. Зеркалка, потому что увидеть кадр в окуляр, именно тот примерно, который Ну, получится. кстати, такой же в Свердловске применяется. Да. Тоже кадмиевый. Сернисто-кадмиевый. А. Увидеть кадр, который получится в
окуляре. Это благо. Лейку тестировал в последнее время. Там непривычно, короче. Несмотря на какие-то преимущества дальномерной техники, я все равно буду держаться за зеркалки. И вам рекомендую, потому что... Ну, Ролифлекс это зеркалка? Ролифлекс. Ролифлекс это отдельный вид зеркалки. Зеркалка с неподвижным зеркалом. Двухглазная камера. Ну, их называют зарубежные блогеры циклопами. Ну да. Вот. Вопрос. Ну, последние обсуждали недостатки пленочной Да, недостатки фотографии. пленочной фотографии, по моему мнению, их нету. А это недостатки являются их преимуществами. Почувствовать себя живым человеком, а не частью цифровой системы нового мира, который нам строят. Почувствовать себя живым. Во-вторых, не получить сразу результат. То есть быстрый дофамин, друзья, это не сюда. Если вы хотите быстро, как мне там в комментах написали, ты должен вставить фотографии, что вы там сделали, все мгновенно, быстро. Нет, друзья, такого не будет. Мы запишем видос, и вы будете потом, я не знаю, сколько месяцев, в зависимости от того, проворности фотача, будем ждать, когда проявится все это, а потом или напечатается, или отсканируется правильным методом. Поэтому первый недостаток – это время. Как я считаю, координата, размазанная в пространстве, то есть долго. Это долго, это дорого, в отличие от цифровой, хотя считают, что это дешево. Нет, друзья, это дорого, потому что это ваше время. Вы его тратите очень много. Но самое главное, это вдумчивая фотография. Мне написали в комментариях, что там вот, там нормально отснял свадьбу, 500 штук отдал фотографий. Вы эти 500 когда будете смотреть? И кто их смотрит, друзья? Они никому не нужны. Лучше сделать один кадр на пленку, качественный, даже контактным способом печати. И можете его продать дорого. И самое главное, что он сохранится больше 100 лет. Черно-белая фотография хранится больше 150 лет. В отличие от цифровой, которая от одной вспышки солнца может закончиться. Вот так как. Ну, мой закадровый голос, размышляя о недостатках пленочной фотографии, в целом все готовы недостатки ей простить, кроме одного, это цены. Сейчас слишком дофига. Ну, это сейчас началось. Да. За ролик нормальной пленки. Да, только без проявки, без сканирования. Да, а все остальные недостатки типа долгого ожидания результата, все их можно в достоинство превратить. Использовать это как инструмент регулирования. Обучение. Да, и точно. мы перетекаем в вопрос, который звучит так. Сделает ли вас пленочная фотография более лучшим фотографом, более качественным фотографом? Блин, кадр бомбический, вот, с розовым. Смысл в чем? Эти недостатки являются и преимуществами. Потому что для того, чтобы прочувствовать сам процесс фотографии, а для меня это некая терапия, которая вылилась в проект Фотораб, или некое такое медитационное состояние, которое фотографам знакомо каждому, вне зависимости от того, какими жанрами он занимается. Поэтому я не знаю, я считаю, что фотография это вот процесс. Как ты думаешь? Фотография это процесс, ну да, как, наверное, и все. Потому что некоторые считают, что фотография это только готовый результат. Да. Но великие фотографы говорили о том, что, во-первых, вы отдаете часть себя, когда что-то фотографируете. Это один вариант, один аспект этого. Во-вторых, фотография вас учит различать, что наш мир поделен на какие-то маленькие кадры, которые наш ум пытливый собирает все в единое течение времени. Так что это можно сказать, что философская наука. Безусловно, это один из видов искусства, образные видов искусства. Вот здесь вот снимали свет какой хороший, розовый прямо. И в лесу, конечно, в утреннем лесу можно обнаружить очень много интересных объектов, структур, красоты. Мы тут это... Все вымерзает, друзья. Цифровая техника вымерзает, друзья. Поэтому вот вам аргумент против еще цифровой техники. Да, наглядная демонстрация преимуществ аналоговой фотографии. Данный iPhone, он откис, хотя там было 50%. Не так давно пришлось к пауэрбанку подцеплять. А вот камера, которая в сумке лежит, аналоговая, она явно еще... Так, ну смотрите, друзья. У меня 16 кадров, формат 4,5 на 6. У фотача
6х6, это значит 12. 12 кадров. Стандартной пленки. Первый кадр у нас будет в месте, где уже мы снимали с Павлом Мартом. Сейчас золотой час уже практически закончен, хотя он идет еще. Мы попробуем выбрать какие-то ракурсы и снять первый кадр вот этого объекта. Береза на излучине. У меня лежал в другом кармане, а не в том, в котором iPhone был, поэтому он пока фурычит. Так, Что показывает? показывает. Ну вот, каждый диафрагме Ты соответствует. на какой будешь? Я пока не решил. Не решил. Правильно. Ну, от 3,5 вроде там до... Ну, наверное, на самый открытый, потому что у нас тут пока не так еще светло, как может показаться по видео. Тут еще рассвет типа происходит. Так что, скорее всего, это будет 125 тысячных. На сколько? На сколько диафрагма? Выдержка на 4. Ну, На по-моему, четверку? Блин, нифига, мне на 2 ступени больше надо, у меня полтинник всего. Ладно, попробуем. что на видео выходило более-менее. Да, я правильно помнил то, что у нас 3,5 на роляе самая, на данном с тесаром, Ну да. самая Открытая, широкая да. диафрагма. И вот этими крутилками, Крышку будем снимать? да, это важно. Да, еще одно из преимуществ зеркалок, которые я рекламировал покупать новичкам, это то, что вы не рискуете, не сняв крышку, сделать черный кадр. Кстати, что-то оно туговато. Кстати, начало крутиться на морозе. Ну, Ну, понятное дело. Камере Сейчас сколько 20 там градусов уже? мороза. Чудес-то не бывает. 80-90 лет к тому же. Ну да. Мы сегодня снимаем камерами, которым 90 лет, друзья. Так что это вам не шутки. Фавелыч, как всегда, все проморгал, уже все сняли. А вот тебя они это не запотели, не успели они, да? Не. Нормально? Ага, Он был в холодной сумке, вытащил тоже на холодное, поэтому ничего не запотевает. понятно. Ну, Ты уже сделал, да? вроде бы да, Да. данный кадр. Ну тогда ты теперь... Ролей, то еще обычно делаю вот так. Так и надо. Такой вид из Надо же изыскателя. показать, что там получилось вообще. Как вообще там выглядит пленочная фотография. Если навести. Видно, нет? Вам видно, друзья, что там вообще? Ну, вот так выглядит предмет через ролифлекс. Первый кадр, друзья, у нас поваленное дерево на излученные руки. Излучено руки, прям по Фрейду, с самолетом. Что хочешь? Не, уже снимается. Ясно. Ну, смысл в чем, друзья? Во-первых, можно перепутать перемотку с фокусировкой. Во-вторых, в этой камере вот так снять, это не горизонтально, а вертикально, потому что формат другой. Ну и сейчас я делаю кадр в контровом, у меня солнышко вон в свете, поэтому я сделаю покрупнее. И мы сегодня снимаем с рук. Кстати, тросик я не спросил, есть у нас с собой, нет? У меня не. Понятно. Тогда пробуем 1/50 с рук. Что-то не получилось. Наверное, затвор надо взвести, да? Вот он. Так, давайте первый без тросика. Потом уже будем с тросиками развлекаться. Ох, я ударил рукой, когда удар произошел. Боюсь, что будет не резко. Дальше важный момент, друзья. Обязательно сразу открыть вот эти окошки и перемотать. Но из-за того, что здесь 6,5, 2 окошка, то есть у меня будет вот эта единичка пошла, должна перейти вот туда. И вот когда здесь появится единичка, вот мы перемотали кадр. Дальше закрываем, все. Подозреваю, что первый кадр будет комом. Вопрос, который меня интересует, и я думаю, что многих. Чем пленочный фотоаппарат лучше, чем... Так мы говорим, да? Ну да, или чем пленочная фотография лучше, чем цифровая. Ну, она не всем лучше. Хоть я и поклонник пленочной, но понимаю, что и у того есть свои плюсы и минусы. Ну, Цифровая. применительно именно к аналогу и цифре. Я думаю, что вот это будет, наверное, более понятно людям. Ну, выражаясь зумерским языком, у пленочной фотографии есть свой особый вайб, которого лишена цифра. Цифра — это обыденность, уже ставшая скучной частью нашей повседневной жизни, а пленка — это вот до сих пор, ну, по крайней мере, мной воспринимается как что-то такое, ну, выходящее за унылые, скучные, привычные рамки. Этим она лично для меня лучше. Ну и еще цвета пленочные.
Есть холивары в интернете, можно ли симулировать на цифре пленочные цвета достоверно. Ну, Можно ли это вообще? Павёныч тоже это иногда делал. я тоже это иногда делал, но получалось не то, что на пленке. Короче, на пленке все равно получалось пленочнее. Не каждый пленочный снимок будет лучше, чем каждый цифровой. Иногда и на пленку выходит фуфлыжно что-то. Так что все относительно. Ну, начать надо, я думаю, что просто пользоваться этим, попробовать. Точно, практика критерий истины, поэтому если вас этот вопрос заинтересовал, что лучше, чем отличается, то, конечно, самый лучший способ выяснить это взять камеру и начать снимать. Вот. Ну, или, как мы говорим, поднять свой зад с кресла, да, и выйти в минус 20, например, как сегодня с Точно. Ватачем, да, с железными камерами, с обмороженными руками, да. Хочу попробовать сегодня, друзья, зимний лес на Велту Вилтур, который я искал почти 8 лет, и посмотрим вблизи, что она может делать. Да. В комплекте с этим аппаратом, друзья, получил очень интересную вещь. Сейчас покажу. Это светофильтр, тоже с 30-х годов, компании Agfa. И уникальность его в том, что, несмотря на то, что он резьбовой, в некоторых камерах резьбы нет. Мой любимый, кстати, желто-зеленый, который повышает контраст, не повышает контраст, а выделяет мелкие детали, оттеняет, делает, короче, цвет намного более насыщенный, особенно когда снег. Мы сейчас с ним попробуем поснимать. Руки замерзают вообще в мясо. Одеваете, надеваете сюда. Так, я ставлю 8. Ставлю вот так, раз, на ксенарчик. И оставляю. Завожу. У меня будет сейчас... Оставлю 100. Он, в принципе, откорректирует. Ух! Невозможно без перчаток. Очень холодно. Подтверждаю. Очень холодно. Они даже на расстоянии, эти камеры... Так, у меня уже светофильтр слетел. Короче, пленочные фотографии — это целый квест. Все, что можно сказать. Так, ну вот я нашел здесь стрелки такие. Я хочу вот эти стрелки сделать в горизонтальном варианте, чтобы они все влезли. Это знак вам, друзья, что надо... Ух, смотри, запотел. Запотел. По-моему, или кажется? Кажется. Да. Нет, кажется. Отражение просто внутренней линзы. Так. Так, фокусируем. О, кстати, отпотел. И теперь самое главное. Чтобы меня не ударило взводом. Готово. Перекручиваем. Теперь цифра 2 появляется. Ну, как вы поняли, друзья, сегодня у нас пейзажная фотография на Rolleiflex и на Велту. Камеры, которым 90 лет, которые очень старые. В общем, я решил сделать еще кадр близкий, чтобы вы эту резкость этого объектива почувствовали, во-первых. Во-вторых, света много и все блестит. Хочется увидеть. Так. Ну вот на 16 125. Я сейчас полностью закрою объектив. Соответственно, мы увидим рисунок самой оптики. Так, закрываю на 16, друзья. Полностью. Так, сколько я говорил? 250 у меня, да? Я забыл. Да. 125 на 60. Желтый фильтр не буду ставить. То есть просто не буду ставить. Делать буду вертикальный кадр. По большому счету можно не фокусироваться, потому что на такой закрытой где-то от 3 метров все будет резко абсолютно. Должно быть, во всяком случае. Сейчас мы это увидим. Все, снято. А вот длинные сени, контровой. Тоже классный. В обратной части здесь тоже супер, друзья. Смотрите.
Фотач тоже процесс запустил. Непростое это дело, да? Жесткий контровой, смерть без просветленной оптики. Все говорят, что это проблема, что это не снять, это вообще просто жуть. На что мы говорим, все это ерунда, друзья. Даже мерить не буду, оставлю также сотку. Моменты появляются. Слышите звуки, да? Это птица. Ну, зимний лес — это ж красотища, правда? Да. Это вообще невероятная красота. Как можно такое не любить? Вопрос. И тишина. Углубляемся, друзья, в лес. Попробуем не очень далеко. Да, здесь мы, наверное, не дойдем до елок. Лучше, наверное, вернуться. Да, далековато. Ну, друзья, решать, стали мы лучше делать фотографии или нет, напишите в комментариях, но небольшой комментарий мы сами дадим. Нет, я считаю, пленочной фотографии не сделает ваш лучше. Но она изменит ваш образ жизни как минимум. Вы встанете с дивана, начнете что-то делать руками, не цифры, да? Что думаешь? В целом, как фотографа может прокачать малое количество кадров на пленке, потому что когда их мало, то нужно стараться. Это когда их безлимитное количество, можно просто как гашетку зажать спусковую кнопку и потом что-нибудь выбрать, а вот что-нибудь хорошее получится. А когда их штук 12 на пленке, как у нас сегодня, то нужно вот думать, что делаешь, чтобы просто так не слить целый ролик пленки на всякую ерунду. Так что, наверное, да, это тренировочный эффект достигается таким образом. И да, лучше это способно фотографа как фотографа сделать. Сейчас сменим локацию, друзья, перейдем на открытую воду. Настоящая зима в расцвете, как говорится, в расцвете сил. Вот там сзади, видите, человек идет. Это фотач. Догоняет нас с домки. Из домка. Вроде. Красавчик. Красный. Так, ну вас не видно пока. О. Это зимняя пейзажная фотография начинается. Да. Я, похоже, на дне стою реки. Не туда залез, да? Ладно, сюда. О! Да, проваливается берег. Ближе не будем. Хоть у меня адидасы, которые испаряются, но... Да я вспоминаю, как мы с фотачем познакомились. Не могу вспомнить. Я тоже. Ну, это на ютубе было. По-моему, да, мы как-то увидели или канал друг друга. Что-то такое. О, я вспомнил. Да? Я искал на ютубе ролики про ролифлекс. Да. Тавтология получилась. Ну да ладно. Так как думал, не купить ли такую камеру. Ну и вот, нашел обзор от Фавионыча. Потом стал другие ролики смотреть, так как зацепила манера повествования. Ну и вот. Короче, рыбак рыбака видит издалека. Проникся, да, и на стримы стал заглядывать со временем. Да. Но потом мы сделали совместный выпуск, даже стрим, друзья, мы сделали. Мало, кстати, людей его посмотрело. Посмотрите. У нас появился какой-то комкообразный, потому что там у нас что-то не получилось с настройками, да? Помнишь, мы вертикальные какие-то делали? Да, точно. Хотели Часовой. горизонтально, чтобы, да. Но я не сообразил. Но мы там, кстати, рассматривали варианты про фотографию, поэтому посмотрите, друзья, он хоть и внешне такой простой, но там, в принципе, ответы на многие вопросы, которые мы сегодня хотели с вами практически реализовать. Так что вот, берите пленочную фотографию,
отправляйтесь в путь, и все будет отлично. Я решил все-таки этот кадр сделать, уж больно он такой фотогеничный оказался. Вот это, эти коллеги. Да. Ага. Так, 250 на 8, нормально. Блин, на открытую я хотел, чтобы размыть. Восьмерка здесь будет резкая. Так, ну предположим, что у меня 60-ка будет работать на 11. Ну давайте попробуем. Хотя 11, это тоже все, блин, перебьет. Ладно, восьмерку сделаю. Отлично. Единственное дерево, друзья, лиственное, которое с шишками. Ольха. Красота. Вид здоровский. Хочешь, можно подойти. Что, меряем? Что показывает Пока ничего. наш приборчик? Такс. Ну, там будет хорошо, она на 500 будет. 8, 250, например. Угу. Сейчас первый раз буду диафрагму закрывать на данном релифлексе. Все остальные кадры были на полностью открытой. Ну, сейчас у нас солнце. Ты на открытой уже... снимал? А? На открытой полностью? Да. Сейчас у нас тут солнце уже фигачит. Поэтому... Фигачит еще как, да. Да, но здесь хорошо, у тебя счетчик есть, все есть. Это уже более современная камера, можно сказать. Относительно, да? Так, вот он. Что-то Вот туговато, он, кстати, вот он. пленка на морозе вертится. Ну да, конечно же. Мороз минус 20. Плюс железо, оно охлаждается. По большому счету, там даже температура, наверное, еще меньше становится. Так, надо побыстрее фотографировать, а то пальцы уже того. На бесконечность? Ага. Вот. Новый способ. Да. Идем в открытую часть лахты. Да, тут вид обалденный. Да. Попробуем испытать наши камеры в архитектурной арт-съемке. Вот, кстати, с палатками люди. Многим, кстати, понравилось такое. Это, кстати, имеет отношение к нашей теме касаемо аналога и цифры. Ну, там аналоговые сидят рыбаки и цифровое устройство, да, 400 метров с чем-то. А здесь еще 700 метров будут строить, говорят. Так что вот скоро и выше поднимаем уровень фотографии. На какие жертвы приходится идти фотографу? Да вообще. А вы говорите. У берега, друзья, лед уже обломался, то есть там пустота. Но на самом деле лед даже не 10 сантиметров, а гораздо толще. Так что нормально сегодня. Поставил, думаю, что не вылазит так. Ну, в общем, хочу показать, что среднеформатные камеры, они передают по-другому глубину картинки, поскольку размер кадра больше. Поэтому то, что на обычных камерах будет недостаточно, здесь надо, кстати, померить сколько. Сейчас, подожди, человека сниму, нет. Быстро поторопился, но человек просто в кадр зашел, поэтому мне не пришлось раздумывать. Ну вот, он показывает 250 на 11. Нормально. А у меня сколько было? А у меня на восьмерке было 50. Жестко. То есть я могу 100 на 16 поставить смело, да? Я сейчас решил все-таки один кадр испорчу. Посмотрю, открывается ли у меня вообще объектив. А это невозможно сделать никак иначе, кроме как в него смотря. Понятно. Что, не работает? Попало масло на диафрагму. Залипло. Она открывается очень-очень медленно и закрывается. Она не залипла, но очень-очень медленно работает. Не исключено, что придется разобрать и его в растворителе весь вымачивать. Ну вот я про это и говорю. Компьютер этот. Ну что, нашел что-нибудь? Вернусь
прошлое место, где мы были. Мне там вид понравился. Сейчас идем. Пока Фатач что-то сделал, да, снимок какой-то? Ну, не исключено, что вообще у меня сегодня фотографии не выйдет. Диафрагма Залипло, да? залипает затвор, да, из-за масла. Возможно, все пересвечены будут. Ну, что-то он с самого начала мне не нравилось, как звучал затвор. Так что да, не исключено, что все будет. Мой рецепт. Хоть раз попробуешь? Не-не-не. Не будешь? Имбирный. Не, пить не хочу особо. Так выпьем же за аналоговую фотографию. Точно. Только она нам поможет. Больше никто. Тут еще не гарантировано, что у меня тоже что-то выйдет. Так что здесь пленочная фотография тема и кайфово, что ты не знаешь, у тебя может быть брак на стадии съемки, на стадии проявки, на стадии всего чего угодно. Даже на стадии зарядки. Все, у меня, друзья, закончились кадры на сегодня. Поэтому вот мы сейчас сматываем полностью. Все, у меня упор. На сегодня съемка закончена. Ветерок-то здесь такой нехилый. Совсем нехилый. Сейчас будем... В принципе, я все перемотал. То есть в этой камере обратно не перематывается в ролл-фильме. В других, кстати, перематывается? По-моему, нет. Просто открывается. Ну, конечно, не на самом ярком. Момент истины. Exposure. Да, вот надпись есть. Отснято. Да. Теперь дальше Экспандировано. прижимаете, чтобы ни в коем случае. Чем мне нравится вел, то еще вот эти предохранители стоят, которые позволяют быстро это все вытаскиваем, закрываем. Самое главное, друзья, вот здесь вся наша работа сегодня. Дальше чуть-чуть помогает фотографии. Забрал на проявку.